Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро, потому что посмотрел статистику, что если подписчиков почти 400, то аудитория месячная больше 10 тысяч и просмотров там, почти 30 тысяч. То есть за последние 2 суток там почти 6 тысяч просмотров. Что это для меня говорит? То, что много людей впервые приходят, и приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды, сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли, и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за full-stack разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт, то есть вы можете, все, то есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю.
Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Пытаемся понять, какую иконку все-таки делать для приложения. Прилетел ответ от Гугла. Давайте посмотрим, что они пишут. Так, сейчас скопирую. Мы понимаем ваше беспокойство по поводу дизайна значка приложения и ваше желание убедиться, что он полностью соответствует нашим правилам в отношении метаданных и контента, прежде чем вы опубликуете приложение.
Мы осознаем, насколько важно, чтобы значок точно отражал основные функции приложения, обеспечение личной безопасности и систему Deadman Switch, переключатель о том, что человек предположительно мертв, не нарушая при этом требований к графическому оформлению. Мы высоко ценим вашу предусмотрительность, внимательное изучение правил для разработчиков и подробное описание планируемого дизайна, призванное обеспечить соответствие всем требованиям. Хотя мы не представляем услуги предварительной проверки на соответствие правилам, мы рекомендуем вам отправить приложение на рассмотрение. Наша команда проведет тщательную проверку, и если потребуются какие-либо изменения, мы сообщим вам об этом напрямую. Стандартный процесс проверки может занимать до 7 дней в зависимости от текущей нагрузки и сложности вашего приложения. Мы свяжемся с вами, как только проверка будет завершена. Благодарим за терпение и понимание. Ну, во всяком случае, мы пытались заранее согласовать с ними, что можно, что нельзя. Это было лучше, чем ответ искусственного интеллекта, потому что здесь уже обсуждается, что заранее они не могут одобрить либо отказать. Хорошо. Тогда так и будем поступать. Тогда так и будем поступать. Будем создавать картинку. Ты умеешь вообще создавать какие-то картинки или нужно мне пользоваться каким-то более специализированным сервисом? Допустим, мне нужна иконка для приложения для Google Play. Я просто не знаю, умеет ли клауды создавать только код. Ну, по коду я считаю, что лучше это клауды. По созданию картинок я считаю, что гугловский сервис. А GPT, наверное, на втором месте. Я умею, но с важной оговоркой про то, какие картинки. Я не генерирую фотореалистичные изображения, как Midjourney или DALL-E. Зато я хорошо делаю векторную графику, SVG, а для иконок приложений это как раз идеальный формат. Четкие формы, плоские заливки, градиенты, геометрия. Ну, кстати, да. Большинство хороших иконок в Google Play именно такое. Да, SVG это идеально. Это не фотография, а аккуратный плоский градиентный дизайн. Да, вроде бы так нам и надо. 512 на 512. Ну, давайте попробуем сделать. Дай мне пример картинки 512 на 512, чтобы я понял, что это за размер. Иконка для Google Play приложения. Ну и мы попытаемся сразу погенерировать через несколько. О, прикольно, тут уже сразу GPT-HS буфер обмена сразу подтянула то, что там есть. В Google вставляем принудительно. Так, ну, достаточно большая картинка получается. То есть, может быть, какие-то там детали и могут быть помещены внутрь. Я уверен, что это совсем не SVG-шка, и что это... Давайте даже для интереса скачаем. Что это будет? PNG-шка и размеры... Размеры совсем не 512 на 512. 1254. Так, давайте глянем, что тут у нас покажет Google. Так, как это скачать?
они дали вообще просто ссылку на какой-то официальный источник. Этот вообще ничего не нарисовал. Нарисуй пример. Так, здесь мы давайте попробуем скачать и посмотрим, что это скачалось. Да, 25 килобайт, это уже очень похоже на SVG-ху. Давайте я включу детализацию, что я нажимаю. Если нажать Alt-Enter, то у нас появляется вот такие вот менюха с... Да, клауды очень точная, 512 на 512 выполнила. GPT нарисовала какую-то просто картинку, игнорируя техническое задание, то есть у них просто создается какое-то изображение, и все равно, что есть задача. Давайте глянем, что нарисовал Google. Я нажал скачивать, но оно реагирует с опозданием. 5 мегабайт, но это тоже абсолютно не 512 на 512. Ну да, здесь 2048 на 2048. То есть единственный, кто адекватно сделал SVG-ху, это как раз именно... Так, next time try this in Cloud Design. Так, сделайте это в Cloud Design. Ну, в общем, техническое задание было выполнено только клауда. Давайте попробуем тогда надиктовать какое-то задание и посмотрим, как оно будет выглядеть вот в такой вот миниатюрке. Это будет супер-супер миниатюрная штука, которая будет видна на телефоне. Так, телефон надо разблокировать, чтобы смотреть, как это будет выглядеть в реальном размере на приложении. Сейчас я включу отзеркаливание. Это реальное устройство, и вот сейчас вот такая вот заглушка у нас, и мы смотрим, как сюда что-то разместить. Я хочу, чтобы на этом изображении была изображена девушка. Пусть у нее будет белая кожа, светлые волосы, блондинка, и, допустим, голубые глаза. Пусть у нее будет эмоция, она испугана, перепугана. Это видно по тому, какое выражение ее глаз. И сзади, получается, ее какой-то человек в лыжной маске. И в перчатках. И перчатка вот так вот поверх ее лица, закрывая ее рот. Вот, нарисую вот такую вот картинку. Это иконка по приложению I was kidnapped, которая показывает угрозу похищения человека. И приложение, ну вот, как-то помогает по-своему таким вот людям. Сделай, пожалуйста, это такую вот картинку. 512 на 512 для Google Play. Иконка приложения. Так, ну давайте. Одинаковый промпт. Одинаковый промпт скормим всем. Допустим, Google и GPT, они рисуют прикольней, и потом придется уже их картинку конвертировать в SVG как-нибудь.
а клауды рисует сразу по техническому заданию правильно, но вопрос будет к творчеству, наверное. Так что посмотрим, что у нас будет. Картинка классная. Нужно без скругления, нужно именно квадрат, без всяких рамок и без всяких скруглений. Само изображение хорошее, оставь как есть. Тут тоже классно. И такое же справедливо замечание, что не надо делать скругление. Вроде бы Google сам там делает как-то скругление. Так, ну вот клауды, я понимаю задачу и хочу помочь сделать сильную иконку для этого приложения, но именно эту сцену я нарисовать не возьмусь, я хочу честно объяснить почему, потому что причина тут практически не только моя. Картинку с перепуганной жертвой и нападающим в маске, зажимающей рот, я рисовать не буду. Это изображение насилия над человеком, и я такое не создаю. Но даже если отложить это в сторону, Google Play есть прямые правила по графике в листинге и иконках, и изображение насилия, угроз и шокирующего содержимого. Там запрещены иконки со сценой. А похищение почти наверняка приведет к отклонению приложения на модерации, то есть это еще и не сработает для твоих целей. И есть более глубокий момент по продукту. Иконка приложения безопасности обычно работает лучше, когда показывает защиту и помощь, а не саму травму. Человек, который ставит такое приложение, не хочет каждый раз видеть на экране телефона картинку нападения. Это тревожит, а не успокаивает. Сильное приложение этой категории — тревожная кнопка SOS, женская безопасность, почти всегда использует символику щит, сигнал SOS, защитную ладонь, пульсирующий маяк, метку с тревогой. Давай я создам концепт в этом духе, несколько направлений, из которых может быть щит с силуэтом человека внутри, защита личности, пульсирующий сигнал маяк, тревога, отправленная помощь идет, или ладонь-щит с восклицательным знаком, стоп, опасность, защита. Вот для примера первый вариант. Отрендерю сразу. Ну да, то есть вот он выполняет техническое задание точно, и кодингом занимается точно, но вот GPT-ха нарисовала круто. И Google тоже нарисовал круто. Получается, что здесь картинка Gemini о том, что она была сгенерирована искусственным интеллектом. И здесь, получается, иконки никакой нету, то есть watermark никакого нету. Давайте посмотрим. Углы четкие. Давайте попробуем эту скачать. Брови приподняты вверх, волосы светлые, белая кожа, голубые глаза, страх и вот похититель какой-то в маске. Здесь похоже, что это темнокожий, какие-то расистские претензии будут к приложению, что получается темнокожий похищает белокожую, а здесь больше похоже, что это тоже белокожий мужчина. Меньше будет претензий по... ну это предыдущая версия, вот это уже дорисованная. Окей. Я уже нажал скачивать или нет? Gemini? Нет. Вот это скачать... Дайте мне скачать. Мгновенно скачивается, хорошо.
Так, картинка есть. Что у нас? 2 мегабайта. Ну, это явно не 520 на... Так, 512 на 512. Как уменьшить размер? Давайте войдем в какое-то приложение, которое это может. Так, я стараюсь всегда использовать то окружение, которое я показал, как настраивать. Через что я это буду делать? Давайте глянем. Это картинка, с которой я хочу попытаться продолжить. Иконка. Кстати, есть какие-то требования по иконке, как она должна быть, в каком формате? А в каком формате, то есть какое разрешение подходит для иконки, для приложения, для Гугла? То есть если это JPEG, это PNG, это ISO, ICO, да, то есть есть ли какие-то требования по глубине цвета? Давайте спрашивать у нашего дотошного Клауда. Посмотрим, что он ответит. Ну, видите, да, то есть Google и GPT, они более творческие. То есть они рисуют красивые картинки. Насколько эта картинка будет хорошо вписана, если она будет маленькой? Я уменьшаю размер, а на экране она становится только больше. Ну, вот такая вот маленькая она будет. В принципе. На ней даже особо ничего и не будет видно. Она будет супер миниатюрной. Может быть, это даже слишком много деталей для такой миниатюры. Так, что у нас получается? Не JPEG, не ISO, только PNG. Окей. Конкретно 32 бита с альфа-каналом. А что такое альфа-канал и как проверить, что у моей картинки есть альфа-канал? Я не знаю, что такое альфа-канал. Давайте уточним. Так, тот файл, что я тебе отрендерил, как раз 512 на 512 PNG, sRGB и весит сильно меньше 1 мегабайта. Ага, то есть ограничение 1 мегабайт. Хорошо, хорошо. Альфа-канал — это 4-й канал изображения, который хранит прозрачность каждого пикселя. Обычная цветовая картинка состоит из 3 каналов: красный, зеленый, синий. Альфа добавляется к ним 4-м. Он отвечает не за цвет, а за то, насколько пиксель прозрачный, от полностью прозрачного до полностью непрозрачного. Отсюда и берется 32 плюс 8. Формат RGBA. Без альфа получается 24 бита. Ага, то есть нам подходит RGBA. Так, можно иметь альфа-канал, в котором все пиксели полностью непрозрачные. Использование визуально сплошное, но технически это все равно 32 бит с альфой. Ага. Хорошо, давайте попробуем. Так, идем в наши загрузки. PNG, и я его открою через мое приложение. Это Faststone Image Viewer. Да, ну вот эту вот программку я использую для того, чтобы... Она бесплатная, можно скачать в интернете. И здесь я попытаюсь поредактировать наше изображение.
Как бы мне это сделать? Ctrl-R, да, по-моему, Resize. В пикселях у нас должно быть 512 на 512. Давайте сразу спросим, правильно ли я настраиваю. Правильно ли я использую настройки, или тут что-то нужно донастроить, чтобы лучше соответствовала картинка техническому заданию? Я думаю, надо будет вначале размер изменить, а потом нужно будет изменить вот это количество каналов. А есть ли какой-то сайт, который проверяет, картинка подходит или не подходит для Google Apple Store? То есть, допустим, загружаешь туда, и сервис говорит, что да, это там с альфа-каналом, а это там говорит о том, что это без альфа-канала. Давайте еще сразу такое там ему. Да, не прикольно, когда это не Cloud-код. В Cloud-код можно там просто очередь задач накидывать. В десктопной, кстати, тоже можно. Здесь последовательно. Так. То есть именно эту картинку. Честное дело, не в настройках. Сами параметры у тебя в целом правильные. Целевой размер 512. Так. Без искажений. Lang CO3. Подходящий фильтр для уменьшения. Poly Resolution DPI 300. Для иконки вообще можно игнорировать. Оно влияет только на печать, а для экрана значение имеют исключительно пиксели. То есть как Resize. Все ок. Проблема в самом изображении. Так, ну, я услышал, что на телефоне это около 48 пикселей. Может быть, слишком мелкая будет и будет вообще не видно. Ну и модерация вроде бы наверняка отклонит, почти наверняка. Ну, то есть есть шанс, что удовлетворят. Если что, поменяем. До того, как искать универсальный валидатор, у Google и Apple требования к альфа-каналу прямо противоположные, так что единого... Так, ну я спрашиваю про Google Play. Полностью непрозрачный, напротив, у Apple полностью непрозрачный, а у Google с прозрачностью. Он мне... Но самый надежный валидатор — это сами консоли загрузки, и Google Play консоль проверяет файл при загрузке и выдает конкретную ошибку, если что-то не так. Окей. Тогда так и будем поступать. Переходим там, где мы изменяем размер. Да, нам подходит в пикселях. И... включаем. Вот такая вот маленькая вроде бы. Но это она огромная, то есть на телефоне она будет... Кстати, давайте попробуем зайти в Play Market. Насколько вообще там большие или маленькие сами приложения. Что-то меня в Play Market не пускают. Да, вот пустила меня в Play Market. Ну, давайте перейдем в наше отзеркаливание. Вот, допустим, Play Market. И вот такая вот маленькая будет иконочка. И, допустим, если мы в нее заходим, то иконка остается такая же маленькая. И здесь есть области прозрачности. Если тыкаем, то мы можем посмотреть на изображение большое.
и вернуться назад. Хорошо. Листаем ниже. События и предложения этого приложения. Рейтинг. У ТикТока рейтинг 3,6. Да ладно. Такое глобальное приложение. Кто-то единицу там влепил. Ну, я думаю, ТикТоку от этого ни холодно, ни жарко. Окей, допустим, тот же, Инстаграм, давайте глянем. Да, то есть если тыкнуть сюда полная картинка, если вернуться назад, здесь видео, скриншоты, и само приложение, последние официальные видео. Так, окей. Мы приблизительно поняли, что и как. То есть картинка будет еще меньше. Сохранить, да. Давайте 512 напишем, что это уже сохраненное. Так, это скриншоты делал сам Cloud для того, чтобы проводить диагностику мобильного. И давайте накатим, как оно будет вообще на нашем приложении. Так, пусть будет ИКО. И давайте мы... Нужно, чтобы ты сделал иконку приложения, создал APK-шку, накатил ее на мобильный телефон, чтобы я посмотрел, как вообще выглядит иконка на реальном мобильном телефоне. Так, и давайте вставим ему картинку, где ее искать. Вот, 512. И он пойдет сейчас делать. Так, хорошо. Я думаю, это мелковата картинка, и мало что там видно, и мало что там понятно. Я думаю, что это будет где-то вот так вот. И это достаточно... мелкая картинка. Просто мелкая, слишком много. Черный фон, черный человек, то есть это все видно только когда оно уже приближено, то есть нужно больше контрастности. Сделай эту же девушку в каком-то на фоне какого-то заброшенного подвала, частного дома, и она просто сама, и у нее серебряной изолентой заклеен рот. Эмоция тот же испуг. Ну да, давайте посмотрим, как он сделает. Cloud отвратно рисует, поэтому мы уже сразу обращаемся только к GPT и только к Cloud. Ну, даже то, что Cloud размещает свой watermark о том, что это создано искусственным интеллектом, я пытался пообщаться с поддержкой и говорю, у меня же платная версия, так что убирайте ваш водяной знак о том, что это создано Cloud. Они говорят, что
вы неправильно понимаете, мы размещаем этот знак не на платная или бесплатная версия, а мы так отделяем картинки, созданные искусственным интеллектом, от картинок, которые не созданы искусственным интеллектом. И вроде бы они точно ответили мне так, что первая пометка, она визуально на самом изображении, а второе вшито в коде самой картинки, что это создано искусственным интеллектом. Так, ну, в принципе, хорошо, но контрастность недостаточная. То есть, если сделать эту картинку маленькой, то здесь контрастность будет не такая... О, вот тут вот контраст хороший. Вот это уже... Ну, GPT классно рисует, мне нравится. Лицо эмоциональное, такое... похоже на жертву. Давайте скачаем. F2 Eco. Так, соло. Давайте соло, что она здесь одна. И фактически здесь непонятно, может быть, она сама себе налепила эту изоленту. То есть здесь не показано какого-то насилия. Так мы, можно сказать, не нарушаем политику, я надеюсь, в большей степени. И посмотрим, давайте, как эта миниатюра выглядит. Давайте глянем. Ну да, тут вот непонятно, какое-то черное пятно. Тут вроде бы лучше понятно, что это изолента. Ctrl-R, 512. Сохраняем. А что я сделал? 5120, нет, cancel. 512. Окей. Да, вот так, но еще получается меньше. То есть оно будет где-то вот так вот. Я думаю, паники у людей не должно вызывать. F2, соло, 512. Не хватает, ну, или контрастность нормальная. Может быть, нормальная. Сделай чуть-чуть ближе это изображение, ну, может быть, даже в 2 раза приблизь ее, потому что это будет совсем миниатюра, там 512 на 512, и надо, чтобы детали были крупнее, то есть можно сказать, что можно плечи не показывать, крупнее лицо, и просто как-то намекнуть о элементах того, что находится за ней, потому что картинка будет очень-очень маленькая. И сделай, пожалуйста, именно так. Так, ну, в принципе, GPT пока отлично справляется. Здесь тоже прикольно, но контрастность здесь выглядит как единая картинка, а первая, как вот, главный герой должен как-то выделяться от фона, а сейчас они такие вот как бы слитные. Ну, это, да, конечно, никуда не годится. Хотя, может быть, Google в результате только что-то такое удовлетворит. Посмотрим. Так, давайте глянем. Здесь сделано классно, мне нравится, я это тоже скачаю, посмотрю, как оно будет в маленьком
изображении. А здесь тоже классно. Мне даже здесь больше нравится, наверное. То есть элементы главные какие-то там остались. И смотрю на миниатюре, по-моему, вообще шикарно. Это чуть-чуть хуже. То есть GPT пока что отрисовывает классно. Так, давайте глянем чат GPT и его переименуем в F2 Eco Solo Zoom. Да, это с приближением. И Ctrl-R, 512, Enter. И сместиться чуть-чуть в сторону, чтобы оно сохранило. Да. И сохраняем. Gemini что-то вообще такое сделал. Непонятное. Ну ладно. У него там много прозрачного, да, получается. Ну ладно, неважно, не хочу разбираться. Давайте глянем, как будет выглядеть эта картинка. Это в миниатюре классно выглядит. В миниатюре классно выглядит. Да, я, наверное, хочу, чтобы заменили на эту. И поменяй на эту картинку. После того, как справишься с первой картинкой, я выбираю и пока эту вторую оставь как основу. Но только после того, как ты сделаешь первую тоже хочу посмотреть, как выглядит. Да, у меня тут куча проверок стоит, которые надо пройти перед тем, как получится залить этот весь код. То есть, видите, pre-push, там куча проектов. И потом еще CI будет крутиться на GitHub. Так что это быстро не будет. Но, во всяком случае, я так себе поставлю вот эту вот штуку сюда, чтобы отслеживать, когда иконка пропадет. Перенесу на второй экран, чтобы видеть, что там происходит, когда иконка пропадет. Ну, то есть, что должно быть, вот эта иконка беленькая, она просто пропадет, потому что будет uninstall, и будет заново install, то есть накатится новая АПК-шка на реальное устройство. И тогда посмотрим, покрутим, насколько это хорошо видно и заметно. Так, хорошо. Пока что так. Понял порядок. Сначала довожу первую картинку, собираю АПК, накачу, покажешь. Посмотришь, как выглядит. Потом переключаю на вторую. Девушка со скотчем. Вот он прямо может читать картинку и оставить ее как основу. Ты выберешь по факту, делая строго по очереди. Ну, и ему сразу надо надиктовать.
ожидать нет смысла, то есть пока ты будешь собирать и менять картинку, проходить прекоммиты, препуши и CI, я уже смогу сделать свой выбор. Хотя, ты знаешь что? Я хочу, чтобы ты создал 2 отдельных АПК, которые будут одновременно установлены у меня на мобильном телефоне, если это возможно. А если мы грозимся что-то сломать с самим приложением, что потом как-то нестабильно будем собирать приложение, то этого делать не надо. Но если ты можешь создать 2 АПКшки, которые одновременно установятся на мобильный телефон, чтобы я их просто сравнил и мог смотреть на них одновременно рядом, то это предпочтительно. Сделай, пожалуйста, так, чтобы сразу было 2 приложения. Может быть, там можно название поменять и накатить его, и посмотреть, что оно будет, чтобы я сразу 2 посмотрел. Так, ну где-то так. А он будет делать достаточно долго, потому что, видите, я тут тестов понасоздавал, которые ограничивают ишку, чтобы он не затер коды, которые уже там есть. Искусственный интеллект блокировал, дал свои правки, он исправил, это все локально крутилось. Ну, то есть я доволен тем, как все построил. Хорошо, тогда прерываю запись, чтобы посмотреть уже факт на мобилке, как оно будет. Скоро вернусь, когда будет готово. Это будет эта же запись. Ну что могу сказать насчет первого изображения? Я думал, будет хуже. То есть здесь угадывается, что здесь происходит. Картинка вроде бы небольшая, но она информативная. Так, давайте увеличу яркость. Я могу сказать, что рука угадывается, а человек, стоящий на фоне, он, не сильно угадывается, но я думаю, в Apple Store на расстоянии где-то полметра от, где-то на расстоянии 30-40 сантиметров от глаз, картинка уже плохо видна, то есть она не сильно угадывается. То есть достаточно неплохо угадывается какой-то сюжет здесь по приложению, но все-таки бэкграунд, заднестоящая фигура, она слабо угадывается, но рука, да, угадывается, так что может быть именно соло и зум это будет более правильный вариант. Так, соло. Это соло. А мы выбрали соло-зум. Где тут соло-зум? Соло-зум. Да, я думаю, это будет самое угадываемое. Да, вот где-то вот так вот оно будет. Я думаю, лучше, чем какие-то элементы. И, в принципе, человек выбрал сам наклеить или ему наклеили, то непонятно. То есть, либо это сам наклеил, это значит гражданская позиция. То есть здесь фактически именно насилие не показано. А здесь, когда человек крадет и закрывает активно
рукой рот, да, здесь можно сказать, что фактически изображено насилие, но оно не пропагандируется, то есть нету подстрекательства, нету, восхваления или провокации к таким действиям агрессивным, то есть наоборот, мы защищаем жертву. Но посмотрим. Так, хорошо, сейчас накатывается, наверное, второе изображение, и меняется АПК-шка на вариант АПК, чтобы мы могли вместе увидеть два приложения и сравнить их на компьютере. Это замечательно. Так, ну хорошо, пока можем глянуть, куда там это все вставлять. Или это действительно у нас кверк был? Релаунч, ну, можно и потом. Так, а где же это у нас было? Наверное, вот это у нас и было. Давайте запинем и давайте поменяем название. I was kid eco G play консоль dev консоль. Окей. А натыкай, пожалуйста, в браузере, где там выбирать картинку для приложения. Давайте проверим картинку для приложения, насколько она соответствует там вот это альфа-канал и все остальное, там какие-то штуки. Так, я вижу, что уже чуть-чуть поменялось. О, ну да, это в принципе действительно еще лучше. Вот давайте глянем, как приложение. Здесь ярче, и здесь нет насилия, а здесь тоже угадывается, но на миниатюре вот лучше даже видно здесь. Все, я тогда одобряю вот эту миниатюрку, ну и с ней попробуем пойти в релиз, в продакшн. Да, я выбрал вот эта вот последняя иконка, ее ставим действующей, и уже тогда с ней идем в продакшн. Я не знаю, нужно ли какие-то делать дополнительные действия, исходя из того, что я выбрал. Я думаю, нужно делать какие-то действия, потому что он это накатил на другую АПК-шку. Мое честное наблюдение обязан сказать. Картинка 1, One UI маска Squeeze сильно зумит и режет. В иконке видно в основном лицо девушки, темный фон, похититель и руки обрезаны, вся сцена теряется, темная, в мелком размере, читается слабо, картинка 2 скотч, садится в маску заметно лучше, это уже close-up, резать почти нечего, видны испуганные глаза, яркий серебристый скотч, как сильный фокус, на иконочном размере
читается четче и бьет сильнее. Ну да, вторая картинка, она можно понять, о чем там. А первая, да, сюжет теряется. То есть на реальном телефоне картинка 2, как иконка выглядит выигрышнее, что совпадает с твоим «оставь вторую как основу». Ну да. Это одноразовые сравнения, сборки, вариант такой-то. Main не тронут. Скажи, какую оставляем, основной, и я... Ну, тогда он, да, это все внесет. Да, то есть надо было ему сказать, какую из них оставить, чтобы уже накатить на то название ПКшки, которое у нас стандартное. Так что, ну, и он погнал уже все делать по SDLC, по нашему плану создания. Перемещаю в новую иконку, в новую вкладку, вот так вот правой кнопкой и переместить в новую, для того, чтобы больше места было, меньше здесь скованность, и то, что под управлением клауда было отдельно. Давайте попробуем сюда разместить нашу иконку и посмотреть, будет ли ругаться на нашу иконку. Eco Solo Zoom. Ready to use, needs cropping. Вроде 512 на 512. Могу я просто дальше кликнуть и все? Или что? Как его применить? Это замудренное, конечно. Я выбрал иконку, как ее применить, чтобы она применилась в интерфейсе. Сделай, пожалуйста, натыкай. Конечно, интерфейсы для разработчиков. Кто не разработчик, тот не справится, как с этим быть. Так, это прозрачность, manage tags. Select or create tags. Manage tags. Только для организации они не показываются юзерам. Add, предположительно, это добавить еще одну картинку. Скорее всего, тут списком как-то будет, и из них что-то выбрать. Оно ж просто перенестись... Ну вот, нет, перенести просто нельзя. Только дальше обрезать. Давайте почитаем, что там пишет. На странице приложения, вот это здесь, что там внизу, save. Внизу тут где-то save есть. Вообще очень неявно. Смотри, я выбрал иконку, которую я хочу, чтобы была. Просто примени. Я не понимаю, куда тыкать в этом сложном интерфейсе для программистов. Он говорит, это предмет открытого кейса. Скажи, какой файл грузим. Напоминает, что это спорный контент, что, может быть, там его не пройдет модерацию. Я сделаю все, клики сам, тебе это уже добавил картинку.
она уже там. Проверь, дотыкай до результата. Он сделал скриншот. Справа картинка уже добавлена. Осталось сохранить на эту кнопку Save. Только тут нету кнопки Save. Есть. Где, блин, она нафиг была? Где тут была кнопка Save? Нету тут нигде кнопки Save. If you save, change will be saved in publishing. Нету здесь кнопки Save. Нажимаю Save. Где он видит? Так, теперь страница отрисовалась, и видно ключевое. Справа открылась панель ассетов, твой файл загружен и выбран, галочка, но в центральном он все еще не вставлен, там все еще Add Asset. Нужно нажать Add в этой панели. А это не добавление новой. Ой, как все тяжко. То есть это не добавление новой App Icon. Окей. Хорошо. И где тут сейф в самом низу? Нету ничего в самом верху. Нету ничего. Как это сохранить вообще? Это просто гениально. Ну, то есть, чтобы пользоваться этим сервисом публикации, это проверка на то, являетесь ли вы программистом. Если вы не разобрались, как сохранить сюда иконку, вы не программист. Так. Выбран. Ну, сохраняй. Ну, то есть вообще вот эти вот рекомендации насчет альфа-канала, они были не обязательные, я так понимаю. Давайте посмотрим на наш файл. С вот этим вот там что-то там альфа-канал. Details. А где цветовая палитра? RGB или нет? Или RGB-A или RGB-S? Я не вижу. Ну, 32, да, может быть, это уже и есть 32, что здесь уже содержится это все. Ну, окей. Значит, может быть, с альфа-каналом. Иконку применилась, панель закрыта. Save language have some languages have errors. А где он видел нажать сохранить? Нажимаю Save, основная кнопка Save as Draft, альтернатива. Где он увидел Save? Я хочу это увидеть. Ага, чтобы нажать Save, надо зайти в троеточие внизу. Кто это создавал?
Боже, ну это так неудобно. Ну как так можно? Google, как ты это сделал? Кто тебе подсказал? Боже, ну это... Ох. О. Нужен искусственный интеллект для того, чтобы сохранить картинку. Троеточие сохранить. Боже мой. Фух. Это просто что-то с чем-то. Гиганты, просто гиганты. Фух, хорошо. Future Graphic. Что должно быть в Future Graphic? Future Graphic. Критерии. Вроде он сохранил. Changes saved. Вроде бы. Наш разраб уже вроде бы все. Не, в процессе. Давайте почитаем, что тут. Размеры 1024 на 50 на 500. Та же контент-политика, что иконка. Давайте попросим. И сделай, пожалуйста, фото, которое девушка одна в подвале, без приближения. И чтобы соотношение... Или просто вот взять вот эту картинку, да, и обрезать. Давайте просто вот эту вот картинку возьмем и обрежем. Есть ли у нас где-то эта картинка? Нет, я ее сразу уже обрезал. Или нет? Вот она, да? 1002... Ну, класс. Нам подходит. Давайте с нее и будем обрезать. Какие требования? 1024 на 500. Хорошо. 1024. Что, я не скопировал? Копировать, вставить на 500. Так, убрать сохранение аспект расио, соотношение сторон. Так, а если это изображение сожмется? Нет, так не подходит. Нам надо сделать тогда не resize, а crop. Да. И здесь у нас 500 должно быть. Так, опять здесь гибкая. Freehand. И тогда здесь ставим 1024. И вот так вот тянем за уголок. Так, а это уже он за уголок слишком потянулся. Назад я не могу откатить. Хорошо. Значит, здесь я выбираю так. Здесь я выбираю вот так вот. Ага, вначале мне получается по-другому надо. Мне надо сделать resize. И resize у меня должен быть под вот эти вот размеры квадратиком. Вот, после этого я уже тогда делаю crop. И уже тогда crop у меня получается под 500.
И здесь я уже тогда могу тянуть вверх или вниз. Давайте подумаем, что нам лучше. Как-то вот так вот, да? Вот так вот лучше всего, да? Да, наверное. Так. Как называется? Featured Image. Как-то так, да, там было. Future Graphic. Давайте так дословно и назовем. Только без заглавных. Сохраним. И... Ага, уже сохранилось, да? Ну, хорошо. Давайте попробуем это добавить. Добавить мы уже знаем интерфейс. Мы уже опытные. И надо зайти в 3 точки. И надо нажать сохранить. Some language have error. Нам надо, наверное, save as draft. Да, получается, сохраняем как черновик, потому что у нас еще не все добавлены сюда картинки. Так, ну, картинка, чем крупнее, тем, конечно, лучше. Здесь больше деталей помещается. Наверное, надо еще оригиналы скачать из GPT. То есть вот эту скачаем в большом этом размере, как, может быть, пример того, что, может быть, это скачаем. Это, может быть, тоже скачаем, на всякий случай, чтобы было у нас сохранено. Красивая картинка, эмоционально заряженная, обращает на себя внимание, и в миниатюре вроде бы угадывается. Попробуем пройти модерацию с такой картинкой. В самом кадре насилия нету, но есть намек на том, что оно было в прошлом, или что оно длящееся в времени. Посмотрим. Ну, то есть, если какой-то человек увидел такое в App Store, насколько это тревожит чувство человека? Ну, наверное, не больше, чем Counter-Strike. Там, где люди показывают конкретное оружие и стрельбу. Мне кажется, точно не больше. Так, хорошо. Видео. Пока что буду без видео, а дальше глянем. Потому что если на видео показывать факт похищения, это точно будет показ насилия. То есть, наверное, уже внутри надо показывать только сами скриншоты телефона.
Так, у нас уже осталась только одна наша картинка. О, у нас уже есть возможность выбрать тему. Вот это меня, конечно, очень радует. Потому что, ну, не всем нравится красный, черный. И чтобы люди имели возможность выбрать. Ну, давайте там будет у меня такой вот English. Пусть будет. Тут много языков. Вроде бы отражаются правильно. Вход, регистрация, email, далее. Ну, давайте, да. Попробуем зарегаться и сделать... Так контрастно, конечно. Давайте попробуем сделать скриншот. Скриншот сделан. И попробуем залогиниться. Так, у нас где-то сохранены наши... Ну что, ставим класс, молодец, он выполняет задание хорошо. Здесь более реалистично, более нарисовано, но мне как-то эти картинки меньше нравятся. И вот этот вот водяной знак тоже. Ну, техническое задание, да, выполнил. Клауды, конечно, классные для кода, но картинки это не его, да. Это не его. Так, смотрим. Смотрим. Наши тестовые логины, пароли для тестирования приложения. Хотя, получается, нам надо нажать назад и проходить все на английском языке, чтобы сделать правильные скриншоты на английском языке. Так, показ. И здесь лишний пробел был. Давайте попробуем с лишним пробелом вот так вот и сделать. То есть, насколько мы сможем войти. Это будет такой отличная информативная ошибка. То есть, не просто что-то не так. Некоторые сервисы меня просто бесят. Неправильный или логин, или пароль. Ну что, вы не знаете, или логин, или пароль неправильный? Здесь уже четко неправильный пароль. Ну, мы знаем, что здесь просто в конце служебный символ добавился, который добавил пароль, пробел в конце. Давайте сделаем скриншот вот этого экрана. И отменим все наши разрешения, чтобы показать их. Это я не туда тыкнул или что? Вот он баг. Я тыкаю сюда и перехожу непонятно куда. В файлы.
Нет, это не баг, это просто файлов к отправке 3 штуки. Emergency contacts добавлены. Давайте сделаем такой скриншот. Ой. Сделаем вот такой вот скриншот. А потом сделаем все разрешения выдадим. Я ж наворачивал там всякие системы проверки, чтобы не было такого, что человек выбрал приложение, а оно типа только в этот раз. И если только в этот раз... Камера, только что же была камера или не была камера? Ну, нормальная voskidnap.com и такая тематическая картинка, в принципе, может быть. Я нажал назад, и оно исчезло. Явный глюк. Ну ладно, это будем потом уже выверять, пусть в продакшн выйдет. То есть это такие мелочи. О, вот это мне нравится, когда нигде копаться не надо. Так, и здесь вот это неправильное, а вот это правильное, да, то есть визуализация, иконка у нас вылезала, сейчас она по горизонту правильно выставлена, и надо убрать вот эту вот штуку и вернуться назад. Так, когда система готова, давайте сделаем такой скриншот. Давайте сделаем... Так, а файлы, давайте придумаем какие-то файлы. Давайте придумаем файл. Ну или нет. PDF. И назовем более понятно для людей. Не все знают, что такое доверенность, что это сокращается как Power of Attorney. Доверенность. Давайте напишем для всех пользователей понятно. Пусть это будет доверенность. Потом, допустим, пусть это будет какой-то файл. Инфотексты. И, допустим, какая-то картинка, как сейчас. Я это все, допустим, отправлю себе на телефон. Сейчас я это сделаю. Сейчас отправлю эти файлы. Выделил их. Ну, плохо, что они 0 килобайт, да, то есть мы должны что-нибудь взять и
чтобы оно весило. Давайте Gemini. Он нам какую-то тут дичь нарисовал. Мы используем вот это вот Power of Attorney, выделим, включая PDF, удалим этот сам файл и переименуем вот этот вот файл в Power of Attorney PDF, и у нас получился какой-то файл на 5 мегабайт, который как будто бы PDF-ка. Так, и отправим в инфо. Давайте мы что-нибудь туда напишем, какой-нибудь lorem ipsum. I was kidnapped. Копируем, ну или давайте privacy policy скопируем полностью. Перейдем сюда, откроем. Ну, просто сюда вставим, сохраним и выйдем. Он уже там 7 килобайт у нас весит. Ну, хоть что-то. Вот, и отправляем его на телефон. После этого я скачиваю это все у себя на телефоне. Сейчас я попытаюсь это скачать на телефоне. Так, я захожу на телефон и скачиваю эти файлы. Power of Attorney, доверенность PDF скачиваю, info.txt, сохранить в downloads тоже. И теперь захожу уже в наше приложение, транслирую для вас. Система готова, файлы. Давайте поудаляем часть файлов. И попробуем как раз добавить какие-то новые файлы. У нас будет и тестирование. И могу ли я выбрать еще... А это recent. Точно recent. PDF какая-то тут должна была быть. PDF-ина. Давайте по поиску. PDF. PDF. Нет. Я же только что скачал какую-то PDF-ину, которая... Power of Attorney. Может быть, я не туда куда-то скачал? Давайте сейчас я проверю и скачаю в загрузке, а не просто куда-то. Save to downloads. Окей. Да, я сделал. Захожу в наше приложение. И Power of Attorney, да. Мы смогли выбрать два файла, это хорошо, это я отдельно допиливал, и стараемся их загрузить. Грузятся они, с одной стороны, локально, но они отгружаются на сервак. Поэтому вот, кстати, надо записать себе, что пока грузятся. Когда файлы грузятся с мобильного телефона, это занимает какое-то продолжительное время, и нужно человеку выводить сообщение о том, чтобы пояснять, почему загрузка файлов происходит так долго, что это не просто
выбор с компьютера, а что это загрузка на сервер. Ну, это так уже потом, когда запустим, то будем еще... Есть моменты, которые надо там допиливать. Но это уже нет предела совершенства. Нет предела совершенству. Так, давайте вот это вот сделаем скриншот. Некрасиво файл отобразился. То есть пробелы он меняет на вот такие вот штуки нечитаемые. Плохо. Ладно, я тогда сейчас вручную просто переименую сам файл в загрузках на что-то, что не будет содержать пробелов. Захожу в Downloads. Смотрю Power of Attorney. Выбираю его. Rename. И вот эти вот пробелы я заменяю на нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание. Rename. Так, возвращаюсь в приложение. У меня запрашивает пин-код. Я его ввожу правильный, а не панический. Выбираю файл. Upload. Ну, чтобы имя красивенькое было для скриншота внутри Play Market. Это убираю. Прикольно, они так отфильтровались. Это я стираю. Давайте сделаю вот такой вот скриншот. И давайте сделаю еще... такой вот скриншот. Я думаю, это отражает большое количество... Ну, давайте языки покажем. Давайте еще темы покажем. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы уже... ну да, я наделал скриншотов, их же надо теперь как-то телепортировать на компьютер. Так, теперь я выберу и поотправляю все эти скриншоты файлами на компьютер. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Выбираю. Отправить как файлы. Отправляю. Все получилось отправить. Теперь пытаюсь это все принять на компьютере. Так, пытаюсь принять на компьютере.
правой кнопкой download, 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 скачать, 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 скачать. Так, хорошо. Давайте создадим какую-то папку. Publish G Play. Скриншоты сохраняем наши. Вставляем сюда. А потом что у нас здесь? Temp. И, наверное, вот эти вот 3 файла. Да, вот эти вот 3 файла мы вырезаем и вставляем сюда в темп. А что нам еще надо? Значит, иконочка наша. Иконка это у нас Zoom. Так, давайте по имени отфильтруем, чтобы Solo Zoom. Окей. Вырезаем. Вставляем. И что-то там еще было. Future Graphic. Вырезаем. Вставляем. Ну да. А что у нас еще здесь полезного было? Compare both. Это сам Cloud как код сделал скриншот мне для проверки просмотра. Нормально, я думаю. Так, Power of Attorney и Info, это мы тоже давайте сохраним. Test Files. Так, это, я думаю, все временные записи можно удалять. И вот так вот у нас чистенько. Так, Publish Google Play. Давайте почистим здесь не все подходящее. А здесь русский язык. Это не подходит. Это стираем. Пин-код. Наверное, шапку надо стереть. Это мы сделаем через... Paint.net. Так, давайте выберем прямоугольник. Нажмем Delete
Здесь, наверное, мы сделаем вот так. Потом пипеткой выберем цвет и выберем заливку. Так, сохранить. Окей. Что у нас здесь? Я думаю, то же самое. Футер надо отрезать или нет? Я думаю, еще футер надо отрезать. Не до конца отрезал. Там, видите, такая светлая полоска. Так, это мы тоже будем обрезать. Давайте сделаем приближение, чтобы правильно, корректно отрезать. Вроде бы хорошо. Ну да, тут идеально. А вот здесь вот мы дообрежем. Идеально. Кстати, обратите внимание, у меня фон черный, поэтому это легко было заметить. А если бы фон был белый, то мы бы это не смогли заметить. По-моему, идеально, да. Шикарно. Да, вот так вот. Да, идеально. Тут чуть-чуть наоборот больше. Четко по линии. Да, в точности. Тоже обрезаем. Чуть-чуть больше. Идеально. Обрезаем вот этот андроидовский футер. Вроде тоже хорошо. Ну, точнее, идеально, потому что мы точно попадаем в пиксели. Поэтому здесь нельзя сказать, что хорошо, здесь абсолютно идеально. Pixel Perfect. Тут тоже. Это мы уже долистали до самого конца и все пообрезали. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Первый скриншот
да, вот первый скриншот мы не обрезали. Давайте это еще сделаем. Хорошо, что проверили. Сохраняем, да. Так, здесь футера нету, верх обрезан. Здесь футера. Ну, давайте по футеру посмотрим. Ну, нормально. Так, вот Power of Attorney нормально. Здесь доверка у нас с поплывшим названием удаляем. Дубль. Здесь все красные. Здесь уже частично нет. Здесь система готова. Файлы. Здесь надо еще затереть email. Ну, давайте теперь редактировать. Screenshots. И вот эти вот скриншоты, наверное, перемещаем сюда. Здесь уже все готово. Здесь у нас вырезаем вот эти вот моменты. Так, какая тут быстрая кнопка? K. А здесь F. K, F, Ctrl-S, Enter. Окей. Alt F4. Правой кнопкой. PaintNet. Ctrl+++. Пробел потянули. K. Нет. В начале S. S как доллар. Delete. S как доллар. Delete. K. F. Ctrl-S. Окей. Alt F4. Открыть Paint. Так, здесь еще нужно вот это замазать. Получается, это что? W, да, у нас? S. S. Delete. 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 S. Нет. K. W. Нет. F. А здесь K. F. Да. Получатель, наверное, надо написать получатель. Угу. Это мы перетягиваем. А как увеличить размер? Это 30-й, а нам надо... Пусть будет 36-й. Тогда. Они какие-то жирненькие, да? А что я не могу выделить?
recipient собачка gmail.com. Ну, приблизительно так. Тут мы уже вверху подчистили. Окей. Закрываем. Давайте глянем, как оно получилось. Recipient собачка gmail.com. Ну, да. Ну и красивенько даже, да? Даже красивенько, а не как-то. Так, здесь приблизим. S, нет. Ctrl-Z. А что не сработало? Да. При русской раскладке может не сработать. F. Давайте посмотрим общий вид. Вроде бы да, все хорошо. Можно в таком виде пробовать публиковать. Наверное, вот это должен быть первым скриншотом. Наверное, вот так вот. Это 1. System. Ready. Так, тут уже мы почистили. Тут почистили. По-моему... нет. Хорошо. Показалось, что последовательность у них изменилась. Так, тут что у нас? В принципе, все хорошо, качественно выглядит. Последний скриншот, да? Который надо почистить. И теперь думаем, какой скриншот должен быть на каком месте. Чем у нас отличается вот этот скриншот от вот этого? Ничем. То есть просто мы создали новый методом Ctrl-Shift-S. То есть сохранился и тот, и этот. Вот, только это первый. Наверное, второе должно быть языки. Или, может быть, даже первое. Choose language. Выбери темы. Нет, ну все-таки это функционал. Наверное, языки будут второе. Languages. Наверное, тема будет третья. Ну, я не знаю, для меня так. Так, потом давайте отфильтруем сразу, чтобы оно у нас так улетело. Потом, что из этого? Наверное, пин-код. Потом, я думаю, файлы.
И шестое — это контакты. Давайте вот так вот F5. Потом седьмое — это разрешение. Permissions. И, наверное, здесь это будет Permissions 2. Восьмой скриншот. Давайте попробуем посмотреть. То есть первое — это суть системы. А потом выбор языка. И видно, что еще тут есть куда листать. Здесь выбор темы, пин-код, files, contacts. Система, какие разрешения просит. И я думаю, нормально. Так, это копируем. И заходим в наши настройки, где у нас браузер. Это первое, это второе. Да, наверное, вот здесь вот. От 2 до 8 скриншотов. До 8 мегабайт. У нас сколько? Как раз 8, наверное, да? Сколько у нас было скриншотов? Да, ровно 8. Идеально в точности. По имени фильтруем и с последнего до первого выделяем. Так они должны быть в последовательности 1, 2, 3. Ну да, вот видите. А не наоборот. И их все добавить. И здесь нажать Add Assets. И, наверное, здесь сохранить как драфт. Tablet. 7-inch tablet screenshots. И в принципе у меня есть таблет. Можно посмотреть, как на нем это все выглядит. Наверное. Только там надо будет включать всякие вот эти вот режимы разработчика, там они еще не включены. И да, действительно надо будет. Это отдельный пласт работы. А сейчас сохранить нельзя. Сохранить. Все изменения сохранены. Но это, видите, здесь обязательное. 10-inch таблет скриншот. Ого, то есть получается 7 дюймов, 10 дюймов. Chromebook не обязательно. Android XR не обязательно. У меня, по-моему, 12-инчовый таблет. Не 7 и не 10. Так, надиктовываем.
Я хочу сделать скриншоты для таблет, и я думаю, что мы можем использовать какую-то виртуализацию для Windows, чтобы сделать эти правильные скриншоты приложения. Как мне правильно это сделать? То есть, может быть, через Android Studio эмулировать таблет, накатить туда приложение, таким образом как-то сделать, или как вообще проще всего и дешевле всего сделать таблет 7 и 10 дюймов? Я, кстати, не думаю, что это можно и подлежит к использованию для таблетс, потому что это специализировано именно для мобильных телефонов. И я бы не рассчитывал, что кто-то вообще будет на планшетах использовать. Хочется как-то малой кровью это сделать, чтобы не сильно заморачиваться, потому что, у меня нет ставки на планшеты. И это вообще не предназначено для планшетов. То есть, да, у меня есть представление, что какие-то люди 20 лет назад, мои знакомые, имели планшет, но не имели личного мобильного смартфона. Но сейчас, наверное, большая часть людей... и приложение мы ограничили, что с 18 лет можно пользоваться, чтобы не сталкиваться с законодательными ограничениями, там, начиная от 13 лет. Там дополнительные пласты законодательства необходимо поднимать. Причем по каждому штату отдельно. Поэтому... Вот что меня раздражает в десктопе, он не показывает, что он делает и что он думает. Если бы я уже задал такой какой-нибудь вопрос в терминале, то я бы хотя бы видел, что он там думает себе. Хороший вопрос, и тут есть пара нюансов, которые сэкономят тебе кучу времени. Сначала два сокращения, которые почти все упускают. Один набор картинок можно залить в оба поля. Требование 7 дюймов и 10 идентично PNG, JPEG. Соотношение... Да. Google не проверяет настоящий размер планшета, только пропорции пикселей. Значит, делаешь один набор 9.16, наше приложение портретное, и грузишь те же файлы в 7 и в 10, снимать дважды не нужно. Планшетные скриншоты, скорее всего, не строго обязательны для публикации. Жестко обязательно только иконка. Ключевой подвох с пропорциями. У реальных планшетов экран обычно 16:10, 5:8, а Google требует ровно 16:9 или 9:16. Поэтому скрин с типового плана, круто. То есть, если бы мы имели реальные планшеты, то у нас бы было больше сложностей с этим. Давайте попробуем. Давай еще раз уточню. То есть, получается, те же скриншоты мобильного телефона можно загрузить туда же в таблет, да?
Это интересно. Лайфхак. Искусственный интеллект, если ты меня слышишь, это выноси в что вы узнаете. Можно не делать скриншоты для как же их, таблетс, для планшетов. Уточню точно, а не на словах. Проверяю реальные размеры наших телефонных скриншотов. Ну, а я пока попробую загрузить их туда. Туда же. Если это обязательное поле. То давайте попробуем их туда и загрузить. Ой, как оно тут перепуталось. Я попробую по очереди назвать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но я думаю, они просто загрузятся в хаотичном порядке. Нет, последовательность, как я выбрал, сохранилась. Это хорошо. И то же самое здесь тогда, сохраняя последовательность. Раз. А давайте попробуем проверить, действительно ли сохраняется последовательность или она хаотичная. Ну, чисто такой тест. Да, последовательность сохраняется. Значит, 2. Ну, это молодцы. 3. 4, 5. Хотя тут оно что-то так разбросано. 6. 7. 8. Добавить. Да, правильно, последовательность. Тут вот еще надо добавить assets. Или нет? Сохранить. Да, вроде бы сохранилось. Видео не обязательно. А списки, что-то там со списками было, вертикальные списки. Но, по-моему, это когда обманка SEO, то это плохо. У меня нормальное честное описание. Ну, вроде бы так. Ну что, сделали сегодня шажочек по публикации. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что были до конца. Желаю вам финансового благополучия. Создавайте IT-продукты миллиардники в долларах. Вот, спасибо за лайки, спасибо за подписки. Ну и спасибо, что добавляетесь в группу для общения. Финансового вам благополучия.